Всем привет, дорогие друзья, с вами я Крот, и это обзор мода на Джоджо для мобильного Майнкрафта. Правда, в этом моде не так уж много стендов, но здесь есть очень интересная функция. А какая именно, вы сейчас и увидите, так что присаживайтесь поудобней, а мы начинаем наш видеообзор. Поехали! А перед началом хочу посоветовать тебе свой собственный сервер Джоджо Ленд. Сервер является анархией, где можно делать абсолютно все. Создавай свой клан и устраивай войны. Ходи по разным ивентам и становись топом сервера. IP-порт моего сервера будет в описании. И первое, что я хочу показать, это как получить стрелу стендов. Первый способ это откопать ее в песке. И второй способ найти новый блок в пещере и уже в верстаке скрафтить стрелу стендов. И при использовании этой стрелы у нас появится довольно-таки красивая анимация. А также не факт, что вы с первой попытки получите стенд. Но как ранее я сказал, в этом моде не так уж и много стендов. И первый стенд это у нас The Hand. Как мы можем заметить, стенд выглядит очень красиво. Также от первого лица наши руки заменяются на руки стенда. И мы можем либо просто бить нашего оппонента, или же устроить шквал ударов. Для этого мы просто должны нанести обычный удар и зажать экран. После чего мы будем использовать Barrage. И, к сожалению, у The Hand всего лишь две способности. И первая способность это IRZ The Space. Это, как я понял, сильный удар с телепортом вперед. Тоже довольно-таки красиво выглядит эта способность. И вторая способность это Suck on Teeth. При использовании этой способности у нас проигрывается очень красивая анимация ударов, которая наносит достаточно много урона и к тому же откидывает нашего врага. А также если мы присядем, то стенд будет делать блок руками, тем самым защищая нас. Ну а так стенд является ближнего боя, так что не советую его использовать на дальних радиусах боя. А так стенд смотрится очень красиво. Правда, способностей не так уж и много. Будем надеяться, что в будущих обновлениях их пополнят. Но чтобы снять стенд, вы должны скрафтить в верстаке диск стендов. Для этого необходимо всего лишь 4 железа, и после крафта можно будет его использовать. Тем самым мы снимем этот стенд. Ну а второй стенд это у нас The Ward. И вот так у нас выглядит обычный удар The Ward, а вот так шквал ударов. Также у The Ward есть такая способность как Now Up, когда ближний моб будет подлетать вверх. А при помощи второй способности мы можем бросить ножи. И каждый раз, когда мы будем использовать какие-либо способности, мы должны будем ждать перезарядки. Ну и конечно же это таймстоп. Мы должны всего лишь подождать, когда проценты в таймстопе достигнут 100, и мы сможем остановить время на 10 секунд. И кстати, в этом моде таймстоп работает отлично. А также в этом моде есть Road Roller. Правда, как его использовать я так и не понял. Хотя когда я играл на компьютере, я нажимал на разные кнопки и у меня получилось это как-то сделать. Но как это сделать на телефоне, я без понятий. Если вы знаете, то напишите в комментариях. Но так стенд очень хороший. И следом за The Ward идет Star Platina. Вот так у нас выглядит этот стенд. Как по мне, он выглядит немного смешно. Ну а так у него немного способностей. Первое это обычный удар и шквал ударов. А затем у нас идет сильный удар с анимацией. И конечно же это звездный палец. Анимация выглядит довольно-таки неплохо, но как по мне в стендиске эта анимация выглядела куда круче. И последняя способность Star Platinum это Time Stop. Он и как из Варда может останавливать время на 10 секунд. И для этого вы должны дождаться 100%. И уже можно будет использовать Time Stop. И следующий стенд это у нас Killer Queen. Выглядит стенд очень красиво, но к сожалению у него также очень мало способностей. Первое это у нас обычный удар и шквал ударов. А вторая способность, мы можем поставить бомбу в нашего моба и она взорвется. И конечно же Sheer Heart Attack, при использовании которой мы можем увидеть очень красивую анимацию взрыва моба. Ну а так это все способности Киллера Квина. Ну и конечно же блок. Так что переходим к другому стенду. И последний стенд это у нас Crazy Diamond. У него как и у других стендов есть такие способности как удар и шквал ударов. И самые интересные способности это кровавый удар. Даже есть еще один интересный удар, это у нас Glass Shard. И последняя способность это Eat Fix to First. Анимация этой способности просто гениальная. Но так я показал все способности этого стенда. Да и в принципе все способности этих стендов. Ну и последнее, что бы я хотел показать, это меню с прокачкой. Где вы можете прокачать практически все, что можно. И чтобы открыть это меню, вы должны выбрать 9 хотбар и присесть 2 раза. И нам откроется меню. Правда, на телефоне оно немного забаганное, так что вот вам скриншот, где я все объяснил. И для прокачки чего-либо вам понадобятся старпоинты. Ну а чтобы получить старпоинты, вы должны обменять 3 уровня на 1 старпоинт.
И после чего вы можете прокачивать абсолютно все. Силу удара, число хп, защиту и многое другое. И, к сожалению, одежды и оружия в этом моде нету. Но есть один моб, и это Дио. Вот так он у нас красиво смотрится. Но где он спавнится и как его призвать в обычном мире, я не знаю. Ну а так, наш видеообзор этого мода подходит к концу. Скачать этот мод можно в нашем телеграм-канале, ссылка в описании канала. Ну а так, всем спасибо за просмотр и что досмотрели именно до этого момента. С вами был я, Крот. Всем удачи и всем пока-пока.